С вами Алекс из курортного поселка Нида на Курской косе в Литве. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайк, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Нида – курортный поселок на Курской косе в Литве, часть города Неринга, являющийся административным центром. У Курской косы есть и своя столица, поселок Нида. 1100 жителей, практически в самой ее середине, в нескольких километрах от программ перехода. Тихое, красивое и солнечное место между заливом и морем, песками и сосновым лесом. Ничего подобного Ниде я не видел не только в Калининградской области, но и в самой Литве. Курортная Паланка не выдерживает с ней никакого сравнения. Но Нида не только курорт, это еще и центр исчезнувшего народа куршей или курсиенков, коренных обитателей косы, чей колорит был здесь очень аккуратно сохранен. Нида является собой тот любимый калининградцами разительный контраст с окружающей местностью, и когда к ней подъезжаешь с севера, но первое, что бросается в глаза при въезде сюда, это даже не чистота и ум, а совершенно самобытная архитектура, курский стиль, не спутаешь ни с чем. И подражание ему встречается в последнее время по всей Литве. Дело в том, что на косе жили не немцы и не литовцы, а собственный народ. Курсиеники, наиболее близкие к латышам. Последние консолидировались лишь в 16 веке из балтских куршей, латгалов, земгалов, селов, географических ливов, но еще раньше, среди живших ближе всего куршей, нашлось немало тех, кто бежал от господ немцев в гиблые леса на косе, где прежде не прижились ни литовцы, ни тевтонцы, ни викинги, а эти как-то сумели. Курсинистский язык сохранил же много собственных курских слов, не попавших в латышский. Самобытность курсинков начала теряться уже в 19 веке с озеленением косы и развитием прусских курортов. Соленых ворон стали подавать в лучших ресторанах Кенигсберга под названием «Голубь косы». В южной части курсинки уже к началу 20 века забыли родной язык и культуру, да и фашисты национальному разнообразию явно не благоприятствовали. Именно поэтому литовская часть косы богаче на этнографические памятники. Окончательные курсинки исчезли в 1945 году, покинув Пруссию вместе с немцами. Крошечный народ растворился среди них без остатков.
забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.